Э, парни, типа привет. Тут вопрос есть. Как нужно с кожи фломастера чистить, м? В самом деле, как? Да, здравствуйте, дорогие ютуб-зрители. Речь у нас сегодня пойдет все же не о фломастерах, которые, как известно, на вкус и цвет все разные, а о простом методе синхронизации рта анимированного персонажа с записанным голосом. Моделью нам послужат персонажик моего старого трехкадрового комикса. Недавно я пытался его анимировать, используя шаблон Stickman, разработанный Константином Дмитриевым. Однако для освещения сегодняшней темы подобная сложность модели, пожалуй, избыточна и будет только отвлекать от главного. Поэтому я специально изготовил сильно упрощенную версию. Сцена состоит из девочки и фона, нужного для того, чтобы героиня не болтала в сером ничто. Сама девочка также состоит из PNG-картинки и рта. Причем рот вынесен в отдельный экспортированный слой. Хотя для данного примера это, конечно, и не обязательно, но мне просто так привычнее и удобней. Итак, рот у нас присутствует в двух экземплярах. Один нужен, чтобы молчать, другой, чтобы говорить. Ну да, почти как в том анекдоте про программиста и пустой и полный стаканы. Оба рта устроены одинаково. Губы, внутренняя область, зубы и язык. Причем верхние три точки внутренней области полностью связаны с верхней губой, а нижние три точки с нижней. Полностью это значит не только точки, но и касательные. Таким образом, всем ртом можно оперировать как единым объектом, прямо на уровне точек. Для зубов и языка применен режим смешивания on-to. В русской версии он может называться на. Это сделано, чтобы они не высовывались наружу. Вот как-то так. Режим смешивания on-to. То же самое для языка. Так, убираем это безобразие, что мы тут понатворили. Казалось бы, почему для молчащего рта не обойтись просто черточкой? А потому, что молчащий рот еще и улыбается, ухмыляется, артикулирует междометие. В нашем случае вот это самое начальное «э». Говорящий рот состоит из таких же элементов. Губы, зубы и внутренняя область. Однако он еще и анимирован, и все эти элементы находятся в непрерывном движении. Суть такова, что каждые 3 кадра рот принимает формы, характерные для различных фонем.
Причем система расстановки этих фонем как таковая отсутствует. Точнее, единственное требование, чтобы соседние формы были резко друг на друга не похожи. Вся эта последовательность укладывается в секунду и 5 кадров. Соответственно, чтобы ее растянуть на всю длину сцены, в говорящий рот добавляется слой петля времени. С такой же длиной действия, секунда и 5 кадров. Делаем предпросмотр. Смотрим. Резюмируем первый подготовительный этап. Нужно создать два рта. Один молчит, иногда кривляется, экает, окает, нукает. Второй беспрерывно тараторит. Что же, мы научили нашу героиню говорить. Теперь осталось научить ее молчать. Точнее, говорить только тогда, когда надо. Нам нужно связать прозрачности двух ртов. Но не напрямую, а так, чтобы когда у одного 0, у другого единица, и наоборот. Преобразуем параметр величина в переключатель switch. То же самое делаем и для говорящего рта. Разворачиваем получившийся составной параметр и разбиваем связь между link-off и link-on. Link-off — это значение, которое будет принимать прозрачность, когда переключатель включен, а link-on, соответственно, когда выключен. Нужно, чтобы молчащий рот был виден, если переключатель включен, и не виден в противном случае. Вот как-то так. То же самое, только с противоположными значениями линков и линком, повторяем с говорящим ртом. Возвращаемся в рот молчащий и экспортируем переключатель, точнее его значение. Затем с этим экспортированным значением связываем переключатель говорящего рта. Все, подготовительный этап завершен. Резюмируем второй подготовительный этап. Нужно через переключатель связать оба рта таким образом, чтобы в любой момент времени видимым был только один. Дальше нам нужно работать с записанным голосом. И поскольку Synfig Studio не поддерживает пока звуковую дорожку, нам придется воспользоваться сторонними приложениями. Например, есть замечательный звуковой редактор Audacity. Кстати, он работает под Windows. Парни, Однако есть одна проблема. Время в редакторе отображается в секундах и долях секунды, тогда как в Synfig Studio в секундах и кадрах. То есть придется каким-то образом переводить доли секунды в кадры. Лично у меня под рукой имеется еще один вариант. Загрузить звуковую дорожку в Cineleron. Фишка в том, что в этом редакторе можно настроить таймлайн таким образом, чтобы он отображал время в том же самом формате, что и Synfig. Установки, Settings, параметры, Preferences.
и вкладка «Внешний вид», интерфейс. Вот здесь это настраивается. И поскольку я все равно использую Cinelero для любой более-менее сложной работы с видео, в том числе и вот этот урок я тоже монтирую здесь, правила бритвы Акама я не нарушаю. Зато насколько упрощается задача синхронизации анимации со звуком. Просто ставим курсор в нужное место и смотрим отметку времени. Переключаемся в Synfig и выставляем в нужном месте ключи анимации. Правда, из-за некоторых особенностей работы синфига с булевыми значениями, чтобы включить говорящий рот, нужно ставить один ключ, а чтобы выключить — два. Ну так даже лучше, сразу видно при беглом взгляде на таймлайн, где у нас герой начал говорить, а где закончил. Резюмируем третий основной этап. Нужно, используя сторонний софт, определить по звуковой дорожке моменты времени, когда персонаж молчит, а когда говорит. В Synfig Studio расставить соответствующие ключи в режиме анимации. Ну и подводя итоги уже всему процессу, следует обратить внимание на такой момент, что темп смены фонем говорящего рта должен быть согласован с темпом речи персонажа. При этом и то, и другое должно быть достаточно быстрым. Иначе просто в сознании зрителя не произойдет синхрона одного с другим. Метод имеет ограничения. Вам категорически не удастся таким образом анимировать поющего персонажа. Именно поющего. Не читающего там речитатив или рэп какой-нибудь, а вот там, где есть протяжные, гласные и тому подобные вещи. Хочу выразить благодарность Константину Дмитриеву и проекту Маревна за создание шаблона Стикмана и непрекращающуюся работу по его усовершенствованию. Особое спасибо Олегу Куваеву. Именно анализируя по кадрам его мульты, я и дошел до мысли о ленивом липсинке. Да, Масяня, Хрюнли, Лохматый и прочие говорят именно так, как описано в этом ролике. Ну, с поправкой на другой инструмент, стиль и прочие детали. Также огромное спасибо всем вам, дорогие мои ютубозрители. Оценивайте, комментируйте, если захотите. Всем пока. Всем до свидания.